Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, лайки, подписки, колокольчики, все как обычно. А сегодня новый урок. Поехали! Итак, снежинок мы с вами уже нарисовали. Зима у нас в Краснодарском крае так и не пришла, хотя в этом году, по-моему, в России вообще в принципе зима никуда не пришла, поэтому снежинки были только на ногтях. Или у вас все-таки был снег? Напишите в комментариях, давайте пообщаемся про снег. Так вот, поскольку снега у нас нет, поскольку у нас все-таки какая-то такая не совсем зимняя погода, сегодня мы будем рисовать клумбу. На самом деле на этот дизайн меня подтолкнули Маринины руки. Помните, мы нарисовали Марине вензеля, Марине показалось, что это цветы, она сказала, что я ей розочек нарисовала, и все ее в комментариях поддержали, что это действительно похоже на цветочки. И здесь я хочу прямо со всеми вами спорить. Вот прям спорить хочу со всеми. Нифига, то были не цветочки, то были вензелечки, потому что в этот раз мы будем рисовать цветочки, и вы поймете, в чем разница. Ну вот такая вот я вредная. Если я говорю, что это вензеля были, значит это были вензеля. И если они, может быть, даже отдаленно похожи на цветочки, то нифига, это все равно были вензелечки. Но для того, чтобы перейти к этому вопросу, нам нужно очень быстро выполнить коррекцию. Почему быстро? Ну, потому что это не очень интересная часть процедуры, интереснее, конечно же, рисовать. Поэтому быстро, практически моментально, особенно если на перемотке, так вообще мгновенно выполняем коррекцию, делаем нелюбимейший мною маникюр. Ну, кто-то любит, кто-то не любит, я терпеть ненавижу. Поэтому выполняем все вот эти вот подготовительные работы, которые занимают массу ненужного времени, и переходим к самому вкусненькому. Сегодня у нас в работе не мой любимый 71-й красный, 109-й, более глубокий оттенок, такой вот более насыщенный красный цвет. И именно этим оттенком мы покрываем ноготочки, как вы понимаете, в один слой. В данном случае дублирование в покрытии нам будет не нужно. А вот теперь переходим непосредственно к розочкам. Да, розочки это тоже кружочек. Те вензеля мы в кружочек заворачивали, и может быть из-за этого они стали похожи на цветочки, не знаю, вполне допускаю. Но тем не менее, розочка это тоже кружочек, но розочка рисуется совершенно по-другому. Если вензелечек у нас рисуется капелькой и тоненький хвостик, то у розочки у нас получается, грубо говоря, капелька и два тоненьких хвостика, которые в бока разводятся, тогда у нас получается лепесточек. Кстати, если вы вдруг не знаете схему рисования трафаретной розы, а именно так эта роза называется, у меня на канале есть подробнейший мастер-класс, на котором я на бумажечке эту схему разбирала, потом на ручках клиента вам еще раз показывала, и оттуда прям можно научиться ее рисовать. Поищите, она, по-моему, так и называется, этот ролик «Схема трафаретной розы». Так вот, именно трафаретную розу мы с вами и вырисовываем. И вот здесь уже ни у кого не должно возникнуть никаких сомнений, на вензеля эта роза вроде бы ну совершенно не похожа. Или я ошибаюсь? Давайте поспорим в комментариях. Вот будет весело, если мне под этим роликом будут все писать комментарии, что нет, Даша, это вензеля. Я прям все, брошу кисточку, уйду в отставку. Итак, мы нарисовали подмалевок трафаретной розы, и в технике прошлых вензелей будем с ней работать.
В данном случае техника заключается в чем? Чтобы более светлыми оттенками показать более объемные части. Поэтому мы берем, смешиваем цвет розы. Кстати, роза у нас выполнена цветом фона, смешанным с небольшим количеством белой красочки. Потом мы белой красочки туда немножечко больше добавляем и начинаем выбликовывать края лепестков, для того, чтобы роза наша развернулась. Кстати, был где-то еще эфир по этим розам, где я говорила, как розу разворачивать и как можно розу свернуть в центр. Тоже был довольно-таки интересный прямой эфир, тоже где-то на канале должен быть. Так вот, наносим светлые участки, потом вытираем кисточку и внимательно эти участки растушевываем, чтобы переходы цвета были максимально плавные. И таким образом повторяем несколько раз, то есть делаем все светлее и светлее оттенок и все сильнее и сильнее разворачиваем лепестки. Ну и в принципе это уже вполне готовый самостоятельный дизайн, который сам по себе потрясающе выглядит. Он просто бесподобен, он великолепен в своей простоте и в своем богатстве. Но мне захотелось, как всегда, все испортить, поэтому мы решили добавить еще немножечко геометрических таких вот линий, которые разрезают наши розы. Для меня это усложняет дизайн, он становится интереснее, его хочется рассматривать более детально, хочется изучить каждую детальку, которая в дизайне нарисована. Вот именно поэтому я и люблю добавлять какие-то вот такие вот необычные решения. Кстати, вот эту вот полосочку мы рисуем тем же материалом, которым мы рисовали в прошлом ролике зоны под кракелюр. То есть у меня красочка, смешанная с гелем для литья, и на эти полосочки мы будем отпечатывать фольгу. Перед этим, кстати, ногти были покрыты финишем, чтобы фольга отпечаталась только на те линии, которые нам нужны. Ну а поскольку фольга на литье не всегда ложится идеально по краям, бывают вот такие вот варианты, когда получаются немножечко рваные кончики, для того, чтобы все это смотрелось аккуратнее и интереснее, и розы наши были глубже, я добавляю немножечко белой прорисовочки. Белую прорисовочку я добавляю по краям лепестков роз и подчищаю белыми линиями свои линии из фольги. Кстати, выглядит вживую это неимоверно красиво.
Итак, вот такой вот дизайн у нас получился. Строгий, интересный, вкусный, я бы даже сказала. В общем, я до сих пор, когда Аню вижу, не могу налюбоваться именно на эту руку. Надеюсь, вам сегодня понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно, вы узнали для себя что-нибудь новенькое. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!